Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый жакет, кофточку. Очень мне понравилась модель такая, знаете, во все времена, да, как бы она будет актуальна. Обычная на пуговичках. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Значит, образец я вяжу из пряжи Alize Super Lana. Вот такая вот у меня этикетка. Это полушерстяная ниточка. Очень она не толстая. Ну, так скажем, и средней ее и не назовешь. Между тонкой и средней она выглядит, да. Это турецкая пряжа. В 100 грамм у нас 280 метров. И состав у нее 25 шерсть, 75 акрила. Очень мягкая, приятная к телу. Ее хорошо вязать спицами номер 3,5 и 4. Я вязала четверочкой. Вот так выглядит вязаное полотно. Можно 3,5, будет поплотнее вязочка смотреться. Вот такой узор. Здесь у нас полный раппорт в ширину и 3 раппорта в высоту. Я связала, чтобы видимость показать узора, лучше его раскрыть. Узор простой, абсолютно простой, нет никаких сложностей. Вот эти справа такие косички, в японском вязании их называют узелки, узелок. Тоже пусть не вызывает в вас какой-то страх, потому что вяжется очень просто. Все показываю в своем мастер-классе. Вот. По поводу пряжи. Пряжа, как я уже сказала, мягкая, совершенно не колется, ее можно носить прямо на тело, поэтому для кофточки это, в принципе, практически идеальный вариант. Не толстая, не тонкая, для жакета то, что нужно. Я эту пряжу покупала в разных расцветках, и, в общем-то, вот этот сиреневатый тон мне очень тоже импонирует. У меня есть и другие цвета, голубой, желтый. Я вязала уже кардиган желтый и голубой из этой пряжи. Если кому интересно, посмотрите на моем канале. Есть за прошлый год эти видео мастер-классы. Тоже все ажурное, ажурная вязка и тоже японский узор используется. Так, ну а сейчас, девочки, давайте немного поговорим про процесс вязания, то есть про выкройку, схему посмотрим и как вязать, поговорим об этом. Данный жакет можно связать двумя способами. Когда мы будем вязать и спинку, и 2 полочки одним полотном, а затем, дойдя до линии проймы, мы разделяем вязание, да, на 2 части, на 3 даже части получается. И когда мы традиционно вяжем спинку, потом полочки. В общем, здесь на ваше усмотрение, я так понимаю, что сам автор модели предлагает вязать отдельно полочки и спинки. Вот у нас выкройка. И здесь видно очень хорошо, что отдельно спинка идет, отдельно полочки, отдельно, ну понятно, рукава. Но вы уж сами там решаете. В принципе,
если аккуратно все сделать, вот смотрите, здесь даже нарисовано, у нас схема будет состоять из двух частей А и Б, и вот даже здесь на выкройке указано, где у нас занимает место А узор и место Б узор, видите? Но здесь необходимо, конечно, чтобы совпала наша с вами плотность с тем, что нам рекомендует автор, да? Но, в принципе, здесь можно поменять вот эти... Здесь очень большие вариации замены вот этих узоров. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Посмотрите, вот у нас... Это не та схема. Сейчас я покажу. Так, крупная схема. Вот, посмотрите, видите? Значит, отсекла, да? Ну, вот начало нашей схемы. Я так понимаю, что с правой части так должна начинаться наша полочка. И мне очень понравилось начало, очень красивое такое, интересное начало, эффектно вокруг планки. Вот этот узор располагается, половинка узора А. Обратите внимание, около планки, полочки, у нас половинка узора А идет, да? И вот узор Б, очень тоже простой, из таких японских узелков, связанный в виде дорожек таких рельефных, ну, на косы похожи, маленькие косички на 3 петлях. Вот. Ну, конечно, это не косички, а называется узелок. И вот этот раппорт узора А на 15 петельках он вяжется. В общем, здесь можно комбинировать узоры. Можно, в принципе, если у вас как-то там не получается связать, как рекомендует автор, ну, по плотности, по материалу, не вписывайтесь вы в те петли, которые здесь рекомендуют по количеству петель. В конце видео я подробно объясняю, о чем я сейчас говорю, как нам скомбинировать вот эти варианты наших ажурных узоров. В принципе, всегда было сложно вписаться в описание из-за плотности, из-за того, что пряжа не совпадает. Поэтому всегда на любой модели приходится индивидуально, ну, как бы делать индивидуальные расчеты. Поэтому я думаю, что девочки, которые часто вяжут всякие джемперочки и кофточки, им процесс вот этого создания индивидуального описания до боли знаком, и они сейчас понимают, о чем я говорю, что как нам нужно здесь более правильно расположить вот эти вот узоры А и Б. Сегодня мы будем с вами вязать, значит, один раппорт узора Б и один раппорт узора А. Свяжем и посчитаем плотность из той пряжи, которую я выбрала для данной кофточки. Возможно, у вас будет пряжа и другого состава, и другой толщины, поэтому расчет плотности – это будет ваше индивидуальное, так сказать, занятие. Соответственно, у нас будут разные выкройки, разные размеры на выкройках будут использоваться. Поэтому все это очень индивидуально, все это необходимо пересчитывать под каждую фигуру отдельно. Так, ну а сейчас, о чем я еще хотела сказать? Да вот хотела вам показать еще раз. Мне так понравилось, как они придумали вот возле планочки, да, вот эта вот половинка вот этого узора листиками, ну так прям мило смотрится, согласитесь. Но если у вас уж совсем будет не умещаться, ну, не по узору не будет по петелькам сходиться, ну, конечно, было бы очень обидно, потому что вот эти вот дорожки рельефные, они тоже, конечно, красивые, но вот именно вот эта вот окантовка планочки листиками, ну, прям-таки такими вот, видите, они
как лианы обвивают планочку. Так красиво, эффектно это придумано. Мне нравится. По-моему, в этом вся изюминка данной кофточки находится. Так, теперь по поводу того, какие у нас тут есть. Автор нам рекомендует. Смотрите, значит, вот у нас вырез горловины переда. Вот так рекомендует автор сделать наши убавочки, да, когда мы будем вязать. Это для переда. Я увеличиваю вам специально. Вот так выглядит. Сделайте скрин, девочки. Давайте еще посмотрим рукавчик. Для рукавчиков тоже свои. Вот, пожалуйста, для рукавчика. Ну, здесь очень плохо видно, конечно, мелко, да. Ну, в принципе, вот так я вам сейчас приближу и покручу. Вот начало рукава, да, можно сделать скрин по началу рукава. Вот начало. Как у нас идут прибавки, да, вот посмотрите, как идут прибавочки. Потом мы поднимаем. То есть тут у нас, в принципе, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В каждом 7-м, получается, прибавка идет по одной петле. Симметрично, я так понимаю. Вот. Ну, в общем, можно руководствоваться вот такой выкройкой рукава. Ну, чаще всего, конечно, мы будем индивидуальные расчеты делать. Я обычно вообще делаю натуральную величину выкройку рукава. И после этого, когда в процессе вязания прикладываю, постоянно сверяюсь, где, сколько мне петель по краю сократить, да, убавить. Ну, в общем, по-моему, я вам все, что хотела, сказала. Может быть, кто-то из вас по-японски понимает. Вот так вот изначально выглядел лист рекомендаций, описания, да, вот этой кофточки из журнала. Может быть, у вас кто-то по-японски сможет это все перевести. Не знаю, показываю вот. Ну, в общем, мне очень эта кофточка очень нравится, очень импонирует, милая, хорошая. Пряжу можно использовать любого цвета, любой фактуры, да. Можно немножечко с ангорой взять, пушистенькую, можно гладенькую, можно из хлопка связать, можно из шерсти. Тут можно из шелка. Очень большая вариация для данной кофточки. Можно на лето, на зиму связать. В общем, кофточка такая универсальная, милая, узор простой, вы сами сегодня поймете, когда будем вязать. Но я желаю вам успехов. Давайте сейчас более с вами детально рассмотрим узор и свяжем его. В конце видео не забудьте посмотреть объяснение по поводу комбинации расположения самих вот этих узоров. Мы будем с вами вязать сегодня образец. Вот по такой схеме. Значит, у нас здесь два узора объединены, да? Общий раппорт 27 петель. То есть, смотрите, в правой части вот такой узор состоит из 4 рядов и 12 в ширину имеет. Вот такие вот рельефные дорожки. И, собственно говоря, узор большой, который на 15 петельках располагается. Раппорт у нас имеет 12 рядов в высоту. И вот мы их объединяем, то есть они вот так друг за другом чередуются, да? Вот этот элемент называется в японском вязании узелок. Я покажу, как его вязать. Очень легко он вяжется. Просто из незнакомых, так скажем, кто не вязал по японским схемам никогда, наверное, это будет что-то новое. Итак, девочки, значит, вот я уже связала 2 раппорта в высоту. Вот так смотрится этот узор. И мы сейчас с вами провяжем
значит, большой узор 12 рядов. А здесь, значит, как я уже сказала, 4 ряда раппорт вот этих маленьких узелков. Для образца набираем с вами 29 петелек. 29 петелек. Первый ряд и второй ряд я провязала, вот как у меня здесь по схеме. Это вспомогательные ряды 1 и 2, да? То есть просто вот таким образом. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Дальше 6 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 6 лицевых. Все. Таким образом у нас получилось 29 петель, то есть плюс еще 2 кромочные. Да? Провязали, вы провяжете самостоятельно первый, второй ряд. Второй ряд и все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. И, собственно говоря, первый ряд нашего раппорта, вот он сейчас начинается. Мы начинаем первую кромочную, снимаем 2 изнаночные, узелок. Узелок вяжется следующим образом. Посмотрите. Значит, вот эта петля, третья из этих 3 лицевых, накидывается на первые 2. Вот так. И спускается, да? А из этих оставшихся мы вяжем лицевая, накид, лицевая. Все. Узелок провязан. Дальше 2 изнаночные, еще 1 узелок. Также третью накидываем на первые 2 и провязываем. Лицевая, накид, лицевая. Дальше 2 изнаночные. Следующее, что мы делаем с вами, вяжем 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем направо. Для этого 4 петли я снимаю на правую спицу. И далее меняю местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И вяжу. 1, 2, 3, 4. Перекрестила. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующие 4 петли я перекрещиваю налево. Для этого первые 2 петли я снимаю на левую спицу. За работой у меня следующие 3, 4, и я их просто меняю местами. И вяжу как 4 лицевые. И дальше 2 лицевые, кромочная. Провязали первый ряд. Я не буду показывать изнаночные ряды, мы их будем вязать, как смотрят петельки. Вяжем с вами 3-й ряд раппорта. Сейчас у нас 2 изнаночные первые, затем мы вяжем 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Следующие 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В моем случае петли я меняю местами. Опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть 2 раза так сделали. Накид. Дальше идет лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. То есть 3 раза. 3 накида мы сделать должны. Вернее, даже 4. 1, 2, 3. Сейчас накид. И снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 2 лицевые, кромочные. Четный 4-й ряд мы вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 5-й ряд раппорта. Вяжем с вами первые 2 изнаночные, затем узелок опять, да?
Мы вяжем третью, накидываю на первые 2, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, еще один узелок, две изнаночные. Дальше смотрите, будьте внимательны сейчас. Значит, делаем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо, раз, опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2, накид. И третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Так, и давайте посчитаем, сколько всего у нас тут предусмотрено накидов. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Сейчас должно уже быть 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. Затем мы делаем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. То есть, девочки, в этом ряду у нас было с вами целых 6 накидов. Не пропустите накид, это очень важно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, 6 накидов. Изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. 7-й ряд нашего вязания. О, Господи, собачки за окошком. 2 изнаночные начинаем, 3 лицевые, 2 изнаночные, снова 3 лицевые, 2 изнаночные. Дальше 2 лицевые, дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо, следом опять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Считаем накиды. Я вижу, должно быть провязано уже 3 накида. 1, 2, 3. Делаем с вами 4-й накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, и следом опять 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем оставшиеся 2 лицевые, кромочную. 8-й ряд, как смотрят петли. 9-й ряд. Очень простой 9-й ряд. И 11-й будет тоже такой же простой. Значит, первые 2 изнаночные, узелок. Затем 2 изнаночные, снова узелок на 3 петельках. Опять 2 изнаночные. А дальше смотрите, 6 лицевых вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И кромочная. 9-й ряд провязали. 10-й, как смотрят петли. 11-й ряд нашего раппорта еще проще, чем 9-й был. Смотрите, вяжем с вами 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. И дальше 6 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная и 6 лицевых. Свяжем 11, так, 12 ряд вяжем с вами раппорта. И на этом я вязанием больше не буду дальше делать, вязать. Мы с вами посчитаем плотность образца, определим ее.
Я обдаю наш образец горячим паром. И сейчас он станет влажный и очень пластичный. И его, видите, как легко тянуть, растягивать и придать ему нужную форму. Все, очень пластичный получился образец. Вот здесь еще краешек надо обдать. Сейчас наш образец высохнет. Вот так, пусть сохнет. И смотрите, девочки, образец наш высох. И, в общем, 14,5 я померила, видите? 14,5. 14,5. Везде 14,5. Наш с вами узор. Так, берем сейчас с вами машинку счетную. Вот так он выглядит, этот узор. Красивый. Так, берем с вами счетную машинку. Считаем. Мы с вами набирали 29 петелек, да? Теперь мы делим их на 14,5. Вот целая циферка получилась. Плотность вязания нашего образца составляет 2 петли в 1 сантиметре. Так. Теперь нам понадобится точная выкройка по вашим меркам. И вы будете делать свое индивидуальное описание, как определить, сколько петель набрать на спинку. Допустим, спинка у нас 50 сантиметров. Да? Ну вот я образно начерчу сейчас. Выкройка. И вот здесь у нас приблизительно, ну, образно говоря, 50 сантиметров. Да? Мы с вами 50 сантиметров умножаем на 2. Получается 100. То есть 100 петель у нас с вами по спинке должно быть набрано. И здесь необходимо нам правильно расположить наш узор. Я рекомендую данный жакет вязать. Он такой у нас нежный, из тонкой такой пряжи. Я думаю, что хорошо бы его связать вместе с полочками одним полотном. Это будет более правильно. То есть, грубо говоря, на каждую полочку будет приходиться 25 сантиметров, да? Итого у нас получится по объему 100 сантиметров по объему бедер, да? Если у нас будет еще и полочка вот сюда вот так идти. Ой, не так. Да? Раз с этой стороны и с этой сейчас также нарисуем. Так, то есть вы поняли, да, здесь 25, здесь 25, здесь 50 и в итоге 100 сантиметров, да? 100 умножаем на 2, 200 петель. Но это такие грубые у нас с вами расчеты. У нас же ведь с вами есть раппорт узора, есть специальная схема, которая в нашем журнале опубликована. Смотрите внимательно, такая схема. И здесь нарисовано вот в начале схемы, как правильно по полочке начать вязать данным узором. Автор модели рекомендует этот раппорт разделить пополам и начать с половинки вот так раппортика. Видите? Вот.
сам раппорт узора нам вполне позволяет его безболезненно разделить пополам. Да? То есть эта часть узора симметрична этой части узора. Да? Они никак не связаны друг с другом. То есть если мы убираем отсюда половинку, то другая половинка никак от этого не страдает и не меняется. Количество петель у нее не зависит друг от друга. А то бывают такие узоры, переходящие из одной части узора в другую часть, да? Тут такого нет. Поэтому автор придумал вот так оформить. Значит, отсюда у нас начинается полочка, да? И далее идут вот эти чередования раппортов. Раз раппорт, два раппорт, 3 раппорт, и сколько вам нужно по вашему объему считается. То есть у нас с вами, как я уже сказала, 12 и 15 петель, 27 петель раппорт. Да? Сколько раз в 200 петлях у нас, интересно, уместится вот эта вот величина. То есть на 27. Получаем 7 раз. То есть 7 раз, да? 7 полных раппортов у нас с вами умещается. Но здесь такая тонкость. Здесь у нас добавляется с вами половиночка. Раз. Это сколько петелек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 петелек у нас добавляется. 9 петелек, да? Значит, с правой части у нас 9 петелек. Затем у нас идут 27, 27, 27, 27. Мы должны 7 их расположить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так. И далее, смотрите, интересный момент. Заканчивается наш раппорт целой частью, да? Она надо, чтобы было симметрично, чтобы была половинка. То есть мы с вами должны отсюда, сюда прибавить 9, а отсюда убрать эти 9. То есть вот этот вот 7-й раппорт у нас получился поделенный. То есть вот идут у нас первые 12, да, первые 12 целиком идут от раппорта, часть, да, а вот здесь у нас идут с вами раз, два, три, 4, 5, 6, 7, как здесь, да, 7 плюс 2 петли, а здесь всего 9, да, 9 от этого раппорта. Получается 21 петля остается здесь. Здесь 9 прибавляем, а здесь 21. И смотрите, что получается. Тут еще нужно учитывать планка. Планка тоже дает, да, какой-то размер, там 3 сантиметра планочка с двух сторон. То есть по 1,5 сантиметра. Здесь еще нужно прибавить будет, вычесть, вернее, из общего вот этого размера, как мы обычно это расчеты делаем, да. Смотрите, что у нас по петлям получилось. То есть нам надо было 200, да, грубо говоря. А теперь смотрим, что у нас по петелькам получилось. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть у нас полных 6 по 27 петель, да, 162 петли я пишу. И далее у нас получается 21 плюс 9, 30, то есть плюс 30 еще. И плюс 2 кромочные. Получается 30 плюс 162 плюс 2, 194 петли. Вот, девочки, если вы не умещаетесь, вот у вас, видите, не хватило 6 петель при данном раскладе, смотрите, как нам лучше поступить, да? То есть тогда у вас не получится, получается, вот эти красивые 9 петель в начале полочки, да? Возможно, вам придется начать, например, с вот с этих вот, тоже не менее красивый, я думаю, будет, если вы начнете с этих узелков, да. То есть здесь комбинация узоров может быть различная. Главное, чтобы это было симметрично, и тогда
это будет красиво, эстетично смотреться. Собственно, здесь такой принцип, да. Ну, конечно, желательно вписаться вот в вот такое начало полочки, на мой взгляд. Конечно, желательно вписаться. Расклад здесь такой, что необходимо в каждом конкретном случае индивидуальные расчеты по меркам и с учетом комбинации вот этих наших узорчиков. Я вам желаю удачи и связать данный жакетик удачно, чтобы все носилось и это была ваша любимая вещица.